Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю луковый пирог. Луковые пироги – это очень популярная несладкая выпечка во многих европейских странах. Их пекут и в Англии, и во Франции, и в Германии. Причем пекут немного по-разному, опираясь на кулинарные традиции каждой из стран. Я сегодня буду готовить немецкий луковый пирог, вернее, одну из версий немецкого лукового пирога, поскольку в Германии его тоже пекут по-разному. В основе моего пирога будет дрожжевое тесто, а в заливку будет входить копчености. Мне кажется, что в таком варианте луковый пирог получается особенно близким нашей традиционной кухне. В Германии луковый пирог считается такой традиционной осенней выпечкой. Его традиционно подают к молодому вину. Но мне кажется, что он будет прекрасно сочетаться не только с вином, но и с пивом. А также он вкусен как отдельное самостоятельное блюдо. И я думаю, что его можно подать и к первым блюдам. По вкусу пирог получается очень нежным, деликатным. Лук в пироге абсолютно не воспринимается как что-то такое острое, резкое. Ни в коем случае не воспринимается как вареный лук. Он получается таким сладким и вкусным. Действительно вкусным. Ну что ж, давайте начнем готовить. Для теста нам понадобится 250 граммов муки, 50 граммов сливочного масла, 150 мл теплого молока, 4 грамма сухих моментальных или инстантных дрожжей, чайная ложка соли и чайная ложка сахара. Молоко всыпаем, соль, сахар и размешиваем, чтобы они полностью растворились. Сливочное масло растапливаем. Просеиваем муку. Попутно заметьте, что я буду использовать сухие моментальные дрожжи. Эти дрожжи добавляются прямо в муку. Обычно это указывается на упаковке дрожжей, поэтому я их добавляю в муку. Хорошо размешиваем, чтобы дрожжи равномерно разошлись по объему. В центре муки делаем лунку. Вливаем туда молоко с солью, сахаром, растопленное сливочное масло и замешиваем тесто. Я на этот раз буду замешивать тесто вручную, но при желании и наличии должной техники вы всегда можете доверить замес теста технике. Сэкономите время и силы. Поскольку мука везде разная, вам в процессе замеса может понадобиться добавить немного муки, если вдруг тесто жидковато, либо немного молока, если вдруг тесто получилось излишне густым. Выкладываем тесто на рабочий стол и хорошо вымешиваем до гладкого однородного состояния. Вот такое мягкое, приятное, живое тесто у меня получилось в результате. Тесто округляем, кладем в миску, накрываем и оставляем в тепле до удвоения в объеме. Обычно это требуется около 1,5 часа. Пока тесто подходит, мы подготовим начинку. Для луковой начинки нам понадобится примерно полкилограмма лука, 50 граммов сливочного масла, примерно 70 граммов копченостей, любых на ваше усмотрение. У меня это варено-копченый окорок. 100 мл сливок. Можно взять сливки любой жирности. У меня на этот раз 22% сливки. 2 небольших куриных яйца, столовая ложка с небольшой горочкой муки, чайная ложка соли, либо по вкусу, и пол чайной ложки тмина. Тмин по желанию. Если не хотите добавлять, можете пропустить. Нарезаем лук. Лук можно нарезать крупнее, мельче, здесь на ваше усмотрение. Я обычно нарезаю довольно мелко. Мелким кубиком нарезаем копчености. У меня окорок уже был тонко нарезан, поэтому я нарезаю соломкой. Распускаем на сковородке сливочное масло. Кладем нарезанный лук. И будем томить лук в сливочном масле до полной мягкости. Я сразу же лук посолю, чтобы он быстрее дал сок и быстрее обжарился. В рецепте я указываю чайную ложку соли, но не полную, без горки. Обычно столько соли я и кладу. Но вы можете положить соли по вкусу и с учетом соли, которую внесут в начинку копчености. Поэтому не пересолите. Тушим лук в сливочном масле 10-15 минут. Лук должен стать мягким и не хрустеть при раскусывании. По окончанию лук должен остаться такого же светлого цвета, он не должен зажариться. Поэтому, если вдруг жидкости становится в сковородке недостаточно, можно добавить немного воды. Много воды не добавляйте, иначе лук будет вариться буквально чуть-чуть, чтобы лук не зажаривался.
Всыпаем столовую ложку муки, размешиваем, снимаем с огня и даем полностью остыть. Выпекать пирог я буду в керамической форме диаметром 30 см. Чтобы готовый пирог был легко достать, я форму смажу сливочным маслом и просыплю мукой. Подошедшее тесто обминаем и оставляем минут на 5 отдохнуть. За это время в тесте расслабится клейковина муки, он станет податливее, мягче и его будет легче раскатать. А затем раскатываем по размеру формы. Перекладываем тесто в форму и выстилаем таким образом, чтобы у нас образовались бортики высотой примерно в 2 см. Накрываем и оставляем минут на 20 для расстойки. Венчиком разбалтываем куриные яйца, вливаем 100 мл сливок. Обычно для заливки лукового пирога рекомендуется использовать жирные сливки жирностью 30% и выше. Но, на мой взгляд, можно взять сливки любой жирности. Я сегодня готовлю с 20% сливками, но можно взять 10% на ваше усмотрение. Кладем подготовленный лук. Я добавлю немного нарезанных копченостей, немного тмина. Выкладываем начинку в форму. Сверху раскладываем копчености и посыпаем тмином. Кладем несколько тонких лепестков сливочного масла. Выпекаем пирог в предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке. Печется он примерно 40 минут, хотя здесь очень многое зависит от самой духовки, поэтому следите. Бортики пирога должны зарумяниться, начинка схватиться. Для тонкой корочки бортики свежеиспеченного пирога слегка смазываем сливочным маслом. Даем пирогу подостыть, и наш пирог готов. Итак, наш луковый пирог готов, и мне остается пожелать вам приятного аппетита. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.